Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Пайкмейкер. С вами, как всегда, я, Михаил. Начинается двухнедельная новостная неделя по таким играм, как Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. Приготовьтесь к путешествию по разнообразному ландшафту Миссури. С этим блогом, посвященным лучшим установкам для грузовиков в штате, пересекая штат Шоуме, вы обнаружите сеть зон отдыха и заправочных пунктов, стратегически расположенных для удовлетворения потребностей дальнобойщиков, проезжающих через этот центральноамериканский перекресток. Давайте разберемся, что делать придорожных хабы Миссури уникальными. Остановки грузовиков в Миссури имеют богатую историю, как и сам штат. Они развивались вместе с отраслью грузоперевозок, предоставляя основные услуги и современные удобства. Независимо от того, ищете ли вы быструю дозаправку, комплексного обслуживания автомобиля или заслуженный отдых, и эти остановки оборудованы в соответствии с вашими потребностями. В Миссури будет около 30 тщательно спроектированных стоянок для грузовиков, каждый из которых подчеркнет особую атмосферу штата. Эти остановки больше, чем просто зону отдыха, они являются неотъемлемой частью дорог Миссури, позволяя лучше понять характер штата и его гостеприимство. Основные автомагистрали, такие как I-70, I-44 и I-55, пересекающие Миссури, служат жизненно важным центром для дальнобойщиков. Путешествовали ли вы по оживленному коридору I-70 из Сент-Луиса в Канзас-Сити или проезжая по живописному Азарксу? Зона отдыха Миссури предоставляет необходимую передышку и ресурсы. Они не только предлагают практические услуги, но и служат ключевыми точками отдыха во время длительных перевозок, гарантируя водителям безопасность и свежесть. Мы надеемся, что вам понравился этот предварительный просмотр того, что будет в этом грядущем дополнении к карте. С нетерпением ждем выход дополнения Миссури для American Truck Simulator. Обязательно добавьте в этот список пожеланий Steam. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, чтобы не пропускать ни одной новости. До тех пор продолжайте ездить на грузовиках. Ссылочка на Миссури будет в описании данного видеоролика. Захватывающие новости. Мы рады сообщить, что Renault Trucks TechT, первый электромобиль, присоединившийся к Euro Truck Simulator 2, и теперь в игре можно управлять им в разделе быстрых заданий. Наше постоянное партнерство с Renault Trucks позволяет нам представить этот ультрасовременный, полностью электрический грузовик в нашем невероятном сообществу. Еще в апреле мы объявили, что E-TechT станет первым электромобилем в Euro Truck Simulator. В этом блоге за это объявлением последовало любезное приглашение Renault Trucks посетить грандиозное мероприятие по презентации Renault Trucks и TechT, получившее ласковое название God Trucks, и отличающегося инновациями окраски Limon Lore, и в их штаб-квартире в Лионе. После презентации Renault Trucks в настоящее время представляют этот грузовик на роуд-шоу по Европе. Было очень приятно поделиться это событие с нашим сообществом Battle Covers в прямом трансляции, прямо с места проведения. В этом прямой трансляции мы также впервые продемонстрировали Renault Trucks и текст в Euro Truck Simulator 2, и вы можете посмотреть запись ниже. Ссылка на данный стрим будет в правом верхнем углу экрана. Теперь давайте поближе взглянем на это электрическое чудо. Renault Trucks TechT с нашим обычным кабином Renault T с современным интерьером и шасси 4х2. Трансмиссия оснащена 3 электродвигателями, установленным рядом с коробкой передач в середине шасси, который в совокупности обеспечивает мощность 49 кВт. Автомобиль оснащен новыми полностью цифровыми компьютером на приборной панели, который включает в себя 2 экрана. Кроме того, в передней стойке встроен детектор слепых зон для варианта с правосторонним управлением, так и же предусмотрена иная планировка салона. В E-TechT также используется рекуперативное торможение, которое позволяет ему частично перезаряжать с помощью тормоза двигателей рабочего тормоза 80% энергии, затрачивающей на ускорение. Как мы уже говорили ранее, как и в реальном мире, переход на электромобили создает уникальные проблемы в нашем виртуальном мире. Несмотря на то, что наша команда неустанно работает над внедрением E-TechT в ETS-2, наша внутриигровая инфраструктура не полностью готова к поддержке электромобилей. Заправочные станции изначально предназначены для автомобилей, работающих на традиционном топливе, не могут легко превратиться в электрические зарядные станции без серьезных модификаций. В настоящее время мы приступаем к экспериментальной фазе, нашим первым шагом к электрификации в игре. Именно поэтому E-TechT наряду с несколькими другими электромобилями запланирован на будущее. Будут представлены в специальном режиме и доступен только через раздел «Быстрые задания», а длина доставки E-TechT ограничена 300 км в час.
300 километров, точнее. На случай, если в дороге у вас закончится зарядка, мы внедрили услуги экстренной подзарядки, которая может помочь вам за отдельную плату. Наш осторожный подход обеспечивает бесперебойную работу, поскольку мы постепенно интегрируем электромобили в наш виртуальный мир. Это обновление не приводит к сбросу внутриигровой экономики, поэтому для быстрой работы с новыми ETXT в нашей игре может потребоваться некоторое время. Пожалуйста, наберитесь терпения, подождите немного в игре, если вы не увидите быстрой работы с этим новым грузовиком прямо сейчас. Презентация ETXT – важная веха, которая знаменует начало нашего пути к электрификации внутриигровых систем, исторический момент для нашего сообщества. Мы более чем гордимся тем, что Renault Trucks оказался нам доверие и внедрила красивый технологически продвинутый ETXT в качестве самого первого электромобиля в нашу игру. Мы с нетерпением ждем отзывов нашего сообщества о бесшумности, ускорении поведения и плавности хода. И надеемся, что вы получите удовольствие от вождения на нем в Евротрак Simulator 2. Не забывайте, что мы сотрудничаем с Renault Trucks в разработке другого дизайна сообщества, на котором вы все еще можете подать заявку. Ссылочка находится в описании видеоролика. В этом новом конкурсе наше сообщество предлагает помочь команде Renault Trucks разработать вторую покраску грузовика ETXT. Позже этот дизайн будет воссоздан на другом полностью электрическом и настоящем автомобиле ETXT, а также в Евротрак Simulator 2. Все финалисты этого конкурса дизайн получат эксклюзивный пакет товаров Renault Trucks и SSO CVR, а также замечательный подарок от другого уважаемого партнера Trucks Master. Мы надеемся, что вы так же, как мы, заволнованы возможностью попробовать этот самый первый электрический грузовик в Евротрак Simulator 2. Когда вы это сделаете, обязательно поделитесь с нами своим опытом в наших Instagram, Facebook, YouTube и TikTok, Twitter. Мы вернулись в США для выпуска нашей новой серии Saints Row, которая только что вышла недавно. Во время нашего визита в штат компания Peterbilt пригласила нас осмотреть их производственный завод в Дентоне, штат Техас. Во время нашего визита Марк, наш менеджер сообщества и консультант, встретился с Джейкобом Уайтом, директором по маркетингу продукции, который подробно ознакомил Марка с легендарным Peterbilt 389 и Peterbilt 589, сочетание передовыми инновациями с продовольственным временем культовый дизайн. Peterbilt 389 и 589 обеспечивают производительность и долговечность для современных водителей грузовика. Ссылка на данный блог будет в правом верхнем углу экрана. Мы хотели бы поблагодарить наших друзей из Peterbilt за приглашение и разрешение снять эту прогулку и поделиться его с нашим сообществом. Мы надеемся, вам понравилось смотреть нашу последнюю серию Saints Row. Сообщите нам, какая часть вам понравилась больше всего в комментариях. Ниже следите за обновлением для следующих до тех пор. Обязательно подписывайтесь на нас в Instagram, Facebook и TikTok, Twitter. Недавно выпуск дополнения Небраска для American Truck Simulator нас завалили отзывами, фотографиями, видео и многими другими по нашим различным каналам в социальных сетей. Наряду с ценной информацией от создателей контента мы действительно ценим как позитивную, так и конструктивную критику, которая до сих пор поступает в наш адрес. Сегодня мы рады осветить некоторые материалы, которые ежедневно заполняются нашим уведомлением, в том числе некоторые видеоролики, попавшие в нашу ленту на YouTube. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто до сих пор находил время для создания своего контента для DLC Небраска и делился им с нами. Продолжайте делиться этими скриншотами и видео, отмечая нас в Twitter, Instagram, Facebook и TikTok. Ссылка на данные видеоролики будет в посту. Страница магазина Steam для Небраска DLC также переполнена комментариями. Искренне благодарим всех, кто нашел время поделиться своим обзором или предложить конструктивный отзыв о Небраске. Это действительно помогает мотивировать нашу команду и вносит улучшения в будущем. Если вам понравился грузоперевозок по штату Корнухускер и вы хотите поделиться своим отзывом, мы будем рады прочитать об этом. Вы можете написать свой собственный отзыв на нашей странице магазина Steam DLC Небраска. Просто прокрутите страницу вниз, чтобы найти специальную область. Мы также связались с несколькими создателями контента, которые вели прямые трансляции или создавали видеоролики о Небраске. За последнюю пару недель спросили их, понравились ли им последнее расширение карты для American Truck Simulator. Спасибо тем, кто так щедро поделился своим взглядом и позволил нам донести их до читателей нашего блога. Дополнение Небраска — это последнее дополнение к карте American Truck Simulator, и оно не разочаровает. А я получил абсолютное удовольствие от знакомства с Небраску на этом этапе раннего доступа и от прохождения сотен
миль после релиза, изучение штата Кукурузник с востока на запад и всего, что находится между ними. СССР в очередной раз подняли планку качества, воссоздали природную красоту, достопримечательности и логистические сети штат на исключительном уровне. Хотя дополнение Небраска обладает многими замечательными характеристиками, для меня самой примечательной особенностью является совершенно новая функция динамической загрузки и разгрузки. Проще говоря, это меняет правила игры. От Омахи до Скоттсблуффа дополнение Небраска предлагает что-то для каждого игрока АТС. DLC Небраска — блестящее дополнение к American Truck Simulator. Раз за разом СССР выпускает DLC, которые становятся все лучше и лучше. Они в очередной раз проделали фантастическую работу с этим DLC, которую, я знаю, по-настоящему наслаждаются многими игроки АТС. Путешествие по дорогам и изучение множества высокодетализированных городов, которые может продолжить это замечательное дополнение, приносит огромное погружение и реализм. Мне действительно нравится исследовать Небраску. Переносим огромное удовольствие в изучении удивительных пейзажей по пути. Я благодарен СССР за их поистине фантастическую работу, проделанную с дополнением Небраска, и за все, что они создали в прошлом. Я с нетерпением жду возможности увидеть, что они запланировали на будущее. Как бывший водитель грузовика, я проехал бесчисленное количеством миль по Небраске, по межштатной автомагистрали 80, пересекая страну, а также потратил много времени на сбор и доставку грузов на Град-Айленде. Поэтому был поражен, увидев точность воздействия этого района, включая главную стоянку грузовиков, вид цистерн и вагончиков, выставленных у входа. Действительно вернули меня в прошлое. Спасибо, СССР, за то, что позволили мне пережить мои приключения в Небраске. Вы сделали это снова. СССР в очередной раз продемонстрировали на то, что способна ее команда, выпустив последний релиз Небраски. При выборе этого DLC я ожидал, что поеду в штат, в котором, так сказать, не слишком много персонажей. Должно сказать, что я полностью ошибался. Достопримечательности Небраски меняются от более... СССР в очередной раз продемонстрировали, на что способна ее команда, выпустив последний релиз Небраски. При выборе этого DLC я ожидал, что поеду в штат, в котором, так сказать, не слишком много персонажей. Должен сказать, что я полностью ошибался. Достопримечательности Небраски меняются от более естественных ландшафтов, которые мы видели в предыдущих дополнениях, к большему количеству исторических достопримечательностей и небольших городов, имеющих культурное значение. После недели знакомства с Небраской я чувствую, что получил не только еще больше потрясающего контента для изучения в American Truck Simulator, но и урок по его истории. Но все отмечено на карте как фото трофей или обзорная площадка, в чем я вскоре убедился, впервые попав в Небраску. И так не теряйте голову при изучении этого замечательного DLC, потому что вы никогда не знаете, что именно там обнаружите. Задача в том, чтобы найти задачу. Мы рады видеть вас на дорогах Небраски. Продолжайте делиться с нами своими приключениями, используйте круиз Небраски в социальных сетях и следите за всеми последними новостями. Пока продолжайте работать. Ссылочка на Небраску будет в описании данного видеоролика. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Обширная дорожная сеть Арканзаса, представляющая собой сеть автомагистралей, межштатных и местных дорог, играют решающую роль для водителей грузовиков. Эти маршруты пересекают разнообразные ландшафты штата, соединения сельских районов с более крупными городами. Такое подключение жизненно важно не только для экономики штата, но и для эффективности и надежности грузовых перевозок по стране. Сегодня мы рады поделиться с вами предварительным просмотром некоторых дорожных сетей, которые вы найдете в нашем готовящем дополнении Арканзас для American Truck Simulator. Хотя дорог для изучения будет предостаточно, некоторые из основных автомагистралей, с которыми вы столкнетесь, включая Ай-30, Ай-40 и Ай-49, которые соединяют несколькими важных городов. Вдоль трассы Ай-49 у игроков будет возможность проехать по первому единственному в Штатах межгосударственному туннелю Бобби-Хоппер, независимо от того,
путешествуя либо по Арканзасу или за его пределами. Эти дороги служат жизненно важным связующим звеном как для промышленности, так и для малого бизнеса. В Арканзасе также будут представлены важные автомобильные маршруты, включая шоссе 412 и 70, которые связывают Арканзас с Оклахомой, а также автомагистрали USA-82, которые въезжают в штат из Техаса. И соединение, безусловно, будет популярно среди дальнобойщиков, осуществляющих дальнемагистральную перевозку по США. В городах вы найдете уникальные перекрестки, а также несколько интересных железнодорожных переездов. А водитель также встретит несколько перекрестков с круговым движением, которые, хотя и редко, начинают становиться все более распространенными и являются по всей территории США. Один уникальный пример можно найти в городе Монголия, где вокруг здания, окруженной администрацией округа Колумбия, был построен кольцевая перевязка, которая является настоящей достопримечательностью. Также будет немало районов и живописных дорог, которые мы рекомендуем игрокам находить самим, поскольку они будут поначалу показаны на карте. Мы надеемся, что вам понравится открывать для себя эти районы. Мы надеемся, вам нравится этот предварительный просмотр некоторых дорог, по которым вы будете путешествовать в Арканзасе. С нетерпением ждете возможность прокатиться по ним самостоятельно, тогда не забывайте добавить это список пожеланий Steam. Мы рады поделиться с вами новыми анонсами и новостями в будущем. Пока продолжайте в том же духе. И ссылочка на Арканзас, напоминаю, будет в описании данного видеоролика. Тебе нравится хороший вызов, который проверяет твои житейские знания и навыки детектива? В этом блоге у нас для вас предварительный просмотр предстоящего дополнения Греции для Евротрак Simulator 2. Можете ли вы определить реальную локацию, изображенную на каждом скриншоте? Делитесь своими догадками в комментариях и давайте решим эту головоломку вместе. Дополнение Греции демонстрирует захватывающий дух пейзажа внутренних районов Греции, а также приглашает водителей грузовиков открыть для себя красоту некоторых из ее островов. Мы уже показывали вам небольшой предварительный просмотр того, как будет выглядеть столица и как она строится нашим картографом арт в этом блоге. Ссылочка будет в описании данного видеоролика. Теперь твое дело рассказать нам, где был сделаны эти изображения. Нам не терпится узнать, правильно ли кто-то угадал эту локацию. Имейте в виду, что дополнение все еще находится на ранней стадии разработки. Но мы надеемся, что этот блок позволит заглянуть в текущую работу. Если так, ты рад выходу этого DLC, добавьте дополнение Греции в свой список пожеланий Steam. И следите за всеми последними обновлениями в нашем Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Ссылочка на данное дополнение будет в описании данного видеоролика. Мы не избавляем темп в нашем путешествии по Соединенным Штатам. И сегодня мы рады поделиться с вами очень-очень ранним рабочим изображением из еще не анонсированного расширения карты для American Truck Simulator. Можете ли вы догадаться, куда мы направляемся дальше? Хотя мы хотели бы рассказать больше об этом проекте и его раннем стадии разработки. Означает, что мы не можем даже приблизительно оценить, когда это состояние может появиться на горизонте у дальнобойщиков. Когда придет время, мы с нетерпением ждем возможность поделиться новыми новостями о том, чего вы можете ожидать путешествия в этом части США. А пока продолжайте путешествовать. Желаете меня поддержать? Не забывайте подписываться на мой буст. Вы увидите мои слезы, мои огорчения, просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов моментов. Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Ну что, дорогие друзья, вот такая новостная неделя получилась. Если что-то новостная неделя была скомканная, то есть с прошлой недели, с этой недели, потому что на прошлой неделе было мало новостей, и на прошлый день не выпустил. И в этой неделе все объединил. С вами был, как всегда, я, Михаил с канала Paycmaker. Не забудьте, который видите прямо сейчас на ваших экранах, лайк, колокольчики и подписан на канал. Всем пока.